Всем здравствуйте, друзья, товарищи и случайный зритель. Сегодня будем запахивать сидираты с навозом. Но первым делом хочу всех поблагодарить за комментарии к предыдущим видео, за дельные советы, за критику и немного о плуге. В общем, психанул и снял плуг, отсоединил второй корпус. Я не знаю, заметно будет, нет. Вот, думаю, видно, что походу когда-то согнуло крепление. Это полевая доска в эту сторону смотрит, а это в эту. Показать хочу. Так, наварил с рессоры кусок лемеха. Это вот тут сейчас расстояние 33 сантиметра. Ну, это если трактор в борозне там чуть вильнет туда-сюда, чтобы огреха не было. Это я пильну и проварю. Дальше на этом тоже наварил такой треугольничек. Корпус этот я вообще снял, и он у меня съемный был. Я его полностью приварю намертво, потому что он сюда залазил в профиль, и получалось вот до сюда где-то. Стойка ниже, потом, ту переднюю меньше набивала травой, а в основном заднюю. И я отодвинул его на 5 сантиметров назад, чтобы отсюда я размер беру по полевой доске. Там я тоже выставил, и там тоже получается мыс, чуть он за черточку выходит. И тут я тоже мыс сделал, чтобы за полевую доску заходило. А мне надо вот тут крепление переделать. Пальцы чуть сюда вот вперед отнести. Но я хочу вообще сделать, хоть один, чтобы он регулировался. Приварил задний корпус. Немножко усилил его. Так, Андрей Ярославцев писал: отнеси колесо опорное. Но вот смотрите, как тут понаварено. Неохота круги портить, потому что все равно делать новую раму. Такая вот регулировка получилась. Контрагайки пока не ставил. Может, они и не надо будут. В общем, тут еще дальше крутил и до конца. А потом просто поджал двумя болтами, когда нужное положение найдется. Сидираты сеяли 6 сентября. Зашли, конечно, хуже, чем в прошлом году. Сеяли редьку с горчицей и овес вперемешку. Где-то больше редька взошла, где-то горчица, где-то овес. Здесь уже подсевали позже, когда парничок убрали. В общем, целый сентябрь было жарище без дождей. И поливали, но все равно всходы не ахти. С этой стороны раньше тенек был, солнце садилось, поэтому, наверное, и взошло получше. Ничего страшного. Какая не зелень, но все-таки зелень. Тут еще вот дождик начинается.
стяжки свободная. Надо... Пока настрою. Так, если вы заметили, сейчас я на второй пашу. Ну, задний корпус что-то заглубил. Сейчас рулетку возьму, померяю глубину. Он на второй тянет. Ну, просто закидывает. Но тут скользко, поэтому на второй газку ему, чтобы меньше буксовал. Ну вот, видно, нет? 20 сантиметров и 5 миллиметров. В общем, глубина, ну, грубо говоря, 20 сантиметров. Сейчас еще опущу чуть плуг, задний корпус, потому что передний, ну вот на второй он стелит исключительно. Единственное, тут где скорость теряет, не запахивает. Но тут я не косил. Большой овес и горчица. Ну, попробуем сейчас дальше. Сейчас ширину захвата проверим. Ну, как Владимир проверял, я его сдам назад, штырь. И потом по этой проволоке, по полевой доске поставлю второй. И померяю ширину захвата.
захват 64 сантиметра. Но это за счет того, что я увеличил лемеха. Ну еще и теперь эксперименты. Так, тут вначале тоже глубина 20 сантиметров. Глубже нам не надо, потому что там выпахивался желтый песок. И вот сейчас трактор на второй едет без напряга. Ну, это для тех, кто писал в прошлых видео, что трактор еле тянет. Оказывается, просто сильно раннее зажигание было. Мы насос повернули насколько можно позже. Я не знаю, есть дым или нет, я не вижу просто. Но трактор тянет спокойно. Дурак, что раньше так не сделал. Так, мне там писали про лопату, ну, у меня такая дедовская, не то что сейчас с рельсовой стали. Вот она, ну, грубо говоря, 22 сантиметра. Сейчас в борозне покажу, что по кромке. О, глубина лопаты, и даже получается глубже, чем лопата. А тут все. Пять сантиметров и песок, так что глубже не надо, а то, как говорят, дедову землю вывернем. И вот по температуре трактор, ну, не греется, вот, меньше 80. Так что, блин, ну, мой косяк с опережением зажигания, не спорю. Получается вот такая пахота, но я еще один эксперимент сейчас сделаю. Писал мне, если не ошибаюсь, Виктор из-под Курска, что, ну, у него владелец трактора ВТЗ-2048, что он поедет с таким же плугом с 4 корпусами нашу землю пахать. Блин, я не уверен насчет 4, может быть 3 он потянет, а 4 я скажу, что если только на малых передачах. Вот я что показываю до желтого песка. Вот он уже, желтый песок. И я тут просто глубину хочу перемерить. Да, Виктор, вы не обижайтесь, спасибо вам за комментарий, за мнение, но, блин, это только проверяется. Вот я сейчас проверю, как Александр проверял глубину пахотного слоя. Топтал это на случай. Еще вот она не лезет. Блин, да, рулетку сразу достать. Хоть ты в зубах телефон держи. Я сейчас вот так вот закреплю. Вот, чтобы вам видно было, что я не халтурю. Вот, получается, видно, да? 22 сантиметра. Ну, это топтанул я на случай, что за зиму сляжется земля однозначно. Топтанул вот 7 сантиметров. Если не топтать, а просто, вот, опять же, показываю, что я не халтурю, то получается, вон, видно, да? Все 30.
Я просто уже в этом видео по-разному вам покажу, чтобы не было споров. Я не любитель-то сильно что-то доказывать. Я просто знаю цену этому трактору, что по двигателю Т-20К с ним рядом не стоял. Прет он как танк, все-таки 50 лошадок в нем есть. Хоть двигатель 80, начала 80-х лет, и вряд ли ему делал кто-то капиталку. Компрессию мы проверяли 15-16, это уже меньше допустимого. Но единственный минус это, что долгий запуск на холодную. Дальше все, вот видите, что трактор едет, пашет, дыма с выхлопной, как с паровоза, нету. Ну, продолжаю дальше работать. Так, вот тут получится, не получится у меня снять. Вот я руль и держу чуть-чуть его в пахоту, за счет, что он буксует. Вот я одной рукой придерживаю. Как бы трактор перестала уже тянуть так, как тянуло раньше. Это уже большой плюс. Ну и что? Сейчас я вылезу, покажу. Да вот тут где скорость сбрасывает, он буксует. Ну, фигли. Дождь прошел, и что скользко стало. Сюда просто надо болт. Полная резьба, чтобы было. Это я или куплю, или закажу, чтобы вытащили. Чтобы плуг еще чуть-чуть подвернуть. Ну, полевыми досками сюда. И будет вообще охрененно. В общем, эту регулировку, что я сделал, я, Андрюхе показывал, Ярославцеву, по вайберу. Общаемся с ним по телефону, по вайберу. В общем, он сказал, что классно я сделал. Самая простая регулировка. Так что, кто будет плуги делать самодельные, делайте такую регулировку обязательно, чтобы потом не переваривать пальцы по 10 раз.
тут не так-то просто возле бани, сарая маневрировать. Потом я подровняю. Просто, а так, в следующем году отсюда начнем картошку сажать. Прошлым летом, ну этим, что прошло, с оттуда начинали. Но обычно каждые годы отсюда начинали, поэтому я и пропахал. А сейчас вот тут надо. Открою ворота и попробую как-то потихоньку. То, что не допашу, потом лопатой буду. Здесь потом я, как обычно,
лопаткой чуть-чуть, как мне там писали, быстрее лопатой будет. Не быстрее. Если кому надо быстрее, то я никому не запрещаю, можете копать. Ну тут, где трактор скорость сбрасывал, тут гребни. Где не сбрасывал, там пахота исключительная. Ну потому что тут уже останавливаться надо было. Здесь, если видели, то попросту не было разгона трактору. Только опускал плуг и сразу поднимал его. Потому что, не было где разогнаться. В целом, мне понравилось. Офигенно, и трактор тянет на второй. Что значит, тупанул с опережением зажигания. Вот такое видео сегодня. Всем огромное спасибо за просмотры. Пишите свое мнение в комментариях. Всем мирного неба, крепкого здоровья. Еще раз удачи и до новых встреч.